Всем доброго времени суток. Ни одно животное не заслуживает того, чтобы его всю жизнь держали на цепи. Вот история пумы, которая всю свою жизнь была прикована цепью, но в конце концов была спасена. Один маленький цирк в Перу избегал пристального внимания властей и игнорировал закон о запрете использования диких животных ради собственной выгоды и прибыли, и его животные поплатились за это. Пума по имени Муфаса, например, была прикована цепью к кузову грязного грузовика и вынуждена была выступать в течение многих лет. Цирковые животные часто подвергаются жестокому обращению и не страдают от множества проблем со здоровьем. Похищенный из дикой природы детенышем, Муфаса провел 20 лет прикованным цепью к кузову пикапа. Его использовали в качестве зрелища, перевозя из одной отдаленной деревни в другую, чтобы на него глазели в рамках шоу. Даже после того, как в Перу запретили использование животных в цирках, еще в 2011 году его похитители не остановились, поскольку цирк продолжал оставаться в тени в течение многих лет. Было мало надежды на то, что Муфаса когда-нибудь сможет размять ноги или свободно передвигаться. Так было до того дня, когда Международная организация защитников животных получила наводку о цирке, незаконно действующем на севере Перу. Естественно, команда защитников животных встретила враждебное сопротивление со стороны работников цирка. В конце концов, команда победила. Опираясь на закон, спасатели смогли добраться до Муфасы. Пума была отправлена на реабилитацию в Центр помощи диким животным в Лиму. После восстановления животное поселили в большом специализированном вольере посреди леса в экологическом заповеднике, чтобы этот хищник из семейства кошачьих был как можно ближе к дикой природе. Разумеется, Муфасу нельзя было выпускать в дикую природу после стольких лет в неволе. К сожалению, всего через 7 месяцев после освобождения Муфаса скончался. Он пережил немало трудностей, и жуткие условия в цирке негативно отразились на его здоровье. Он страдал от почечной недостаточности и других возрастных проблем. Очень жаль, что у него было мало времени, чтобы насладиться новыми комфортными условиями существования. Однако настоящая трагедия была бы в том случае, если бы он никогда не узнал о жизни за пределами цирка. История Муфасы является для нас важным напоминанием о том, почему нельзя сажать диких животных на цепь исключительно ради удовольствия человека. Дикие животные должны жить на свободе. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Всем пока!